Приветствую вас, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо», на связи Светлана Пикта. Очередной удар по Украине. Заявляется о более 100 ракет и беспилотников, насколько я поняла. И, в общем-то, этот основной удар был на энергосистему Украины. Борис Леонидович, давайте начнем. Значит, Трихатки, Николаевская область, ракетой «Калибр» поражена подстанция ПС Трихатки 330. Киловольт. Это та подстанция, которая обеспечивает Николаевскую область. Дальше маршрут следования должен идти на подстанции 330 на 110 киловольт, ближе к городам. Ну, соответственно, будем слушать новости, что у них там в Николаевской области могло приключиться. И, очевидно, как всегда, ждать сообщения о том, удалось ли отремонтировать или нет. Но эти сообщения можно и не дождаться. Для области, да, большая проблема. Дальше. Шестаковка, Кировоградская область. Две крылатые ракеты «Калибр» нанесли удары под подстанции «Украинка» или «Украинка», не знаю, как правильно, 330 киловольт. Киловольт, ну, все то же самое. Это областные подстанции, обеспечивающие именно запитку областной энергосистемы. Сколько там городов пришлось, насколько серьезное повреждение. Удар по подстанции – это одно, а узнать, что именно получило урон, что не получило урон, ну, я думаю, даже для таких таинственных кротов, которые там ползают, не все удается узнать. А вообще подстанция на 330 киловольт – это серьезная цель? Просто я не понимаю, о каких масштабах идет речь. Это целая область? Это область. Так скажем, от крупных объектов генерации, от атомных электростанций уходят линии 750 киловольт. Дальше они приходят на подстанции 750-330, понижение 750 киловольт до 330 для того, чтобы запитать какую-то область, 330-110. Вот так они сверху вниз. То есть самые большие объемы, ну, если помните, что такое мощность, это напряжение надо умножить на силу тока. Соответственно, чем больше напряжения, чем больше мощности удается передать. Вот Также передается, такая простая логика. Также передается, что в Луцке отмечаются отключение электричества, парализованные промышленные и бытовые объекты. Заявляется также о поражении станции в тех же объемах 330 киловольт. Ну, это 330-110, вероятнее всего, вход в город Луцк. Дальше городские понижающие подстанции всевозможные. Но если на входе у вас ничего нет, приходится что-то отключать. Если не выключен весь город, значит, какая-то, вероятнее всего, один из автотрансформаторов уцелел, и какие-то линии электропередач работают исправно. Значит, мы не будем дальше. Тут очень много просто повторяющихся, только в разных городах. В Ровно такая же ситуация. В Ровно это серьезнее, потому что Ровенская атомная электростанция для снабжения внутреннего обеспечения электроэнергии, откуда-то электроэнергию должна получаться. Если там речь о 330-110, это вероятнее то, что приходит на саму Ровенскую атомную электростанцию, запитывает насосы и прочее оборудование. Также сообщается о Винницкой области, Михайловка. В Винницкой области это самое серьезное, на самом деле, что у них есть. Это Южноукраинская атомная электростанция передает электроэнергию в центральную и восточную часть Украинской ССР. Что там сейчас контролируется, кем сказать сложно, но туда же приходит электроэнергия и из Европы, то есть из Мукачева тоже линии идут сюда. И если там действительно что-то серьезное, то мы фактически наблюдаем распад объединенной энергосистемы Украины на две части. Благополучную западную, где всего хватает, потому что атомная электростанция продолжает работать, по крайней мере, сообщение о том, что там что-то остановилось, не поступало, поскольку продолжается европейский транзит, а вот дальше эту электроэнергию как раз в те регионы, где страдали в том числе и сами электростанции, уже не подстраховать. Если не работает часть мощностей электростанции, то подстраховка приходила с запада, именно через Винницкую подстанцию. Это 750-330, и там же 330-110, сам
город Винница запитывается. То есть такая, один из самых серьезных объектов. Также сообщается, что линия электропередачи в направлении Киева в результате того, что поражена Винницкая подстанция, полностью отключена. Вот об этом и речь, но столичный регион запитан еще по северу. В свое время была построена Чернобыльская подстанция 750-330. Поскольку Чернобыльская атомная электростанция из эксплуатации выведена, там сейчас, если есть сообщение, должна быть киевская, подстанция киевская, в кавычках название. Есть такая в списке? В этом списке нету, но сообщается, что анализ и сбор информации продолжается, и сообщим дальше. Вот, однако этот канал подозрительно быстро закрыли, на который мы сейчас ссылаемся. Он, видимо, эта информация стала очень быстро распространяться, но меня поражает точность, с которой описан каждый удар. То есть произошла утечка информации явная, выдумать это из головы достаточно тяжело. Ну, может быть. Если говорить о таких крупных подстанциях, которые помимо Винницкой, это Киевская, вот, о которой я говорил, туда приходит электроэнергия с Ровенской и с Хмельницкой, с двух атомных электростанций, обеспечивает столичный регион. То есть, соответственно, если какие-то проблемы на ней, то проблемы будут и в Киеве, и в области. Друзья, тюменский бренд электроники Case Guru снова разносит рынок полезными подарками. К Новому году тюменцы представили линейку ирригаторов Alligator. Разработка ирригаторов-аллигаторов Case Guru основана на рекомендациях стоматологов и ВОЗ. А еще тюменцы подключили к процессу искусственный интеллект. Тюменские ирригаторы-аллигаторы очищают все, с чем не справится обычная зубная щетка и полоскание: зубы, брекеты, мосты, коронки, пародонтальные карманы и язык. Корпуса ирригаторов Case Guru сделаны из пластика, который используется в конструкциях легких батискафов. Он рассчитан на десятилетия контакта с водой, не ломаются и не пропускает влагу. Топовый подарочек под елочку. Ирригатор Alligator S размером со смартфон и мощностью стационарного. Работает 2 месяца без зарядки при ежедневном использовании. Удобно брать в кафе и поездки. Ирригатор Alligator M держит заряд 3 месяца при ежедневном использовании. Удобно заполнять водой. Эффективно очистит брекеты за пару минут. Насадка ирригатора L с 4 видами щеток эффективно очищает межзубные щели, предотвращая кариес. С ирригатором легко поддерживать чистоту во рту, а стоит аппарат меньше лечения одного зуба. Сканируйте QR-код или переходите в описание, там ссылка на ирригаторы-аллигаторы по разумной цене. Промокод GEO2411 на скидку до 500 рублей. И еще одна линия 750 киловольт, это подстанция западноукраинская, то, что приходит, опять же, с Ровенской атомной электростанции. Вот 3 основных, так скажем, подстанции, которые обеспечивают связность по самым большим напряжениям всей объединенной энергосистемы Украины. Скорость, с какой можно отремонтировать, разумеется, зависит от степени урона, насколько все это серьезно, что именно удалось вывести из строя. Это и открытое распределительное устройство, и, соответственно, автотрансформаторы, которые обеспечивают, собственно говоря, переход с 750 на 330 киловольт. Ждем новостей. В свое время изначально Объединенная энергосистема Украины, Украинской Советской Социалистической Республики, это 10 подстанций класса 750-330, такой хребет, становой хребет Объединенной энергосистемы. На день сегодняшний их на подконтрольной Киеву территории оставалось 6. Если верить вот этому сообщению, то 3 из них, ну, по меньшей мере, пострадали. Насколько сильно, насколько не сильно, можно, видимо, будет сличать завтра, когда поступит информация, проходит ли транзит, проходят ли поставки из Европы. Если нет подстанции, то, собственно говоря, принимать некуда, кроме как на самой западной области. Напомню, что подстанция Мукачево Закарпатской области, она была центральным связующим звеном единой энергосистемы Союза Советских Социалистических Республик и объединенных энергосистем стран Совета экономической взаимопомощи. И с подстанции Мукачево линии электропередач уходят
в Румынию, в Молдавию. Раньше об этом особо и внимания не обращали, все свое родное, но теперь Румыния отдельно, Словакия и Венгрия. То есть сразу целая связка. Ну, то вроде бы я тоже сегодня листал и телеграммы какие-то, даже на украинские каналы заходил, но чтобы были какие-то события именно в Закарпатье и в Мукачево, не нашел. Может быть, не добрались, а может быть, по плану не проходило. Но поступили новости о том, что в очередной раз досталось городу Стрию. Город Стрий, напомню, это городок, который расположен возле главных подземных хранилищ газа в Львовской области. Активный объем хранения 17 миллиардов кубометров. Поразить при помощи ракеты достаточно сложно. Эти подземные хранилища газа – это бывшие месторождения. Глубина залегания, верхний уровень 400 метров. 400 метров грунта пробивать, ну, понятно, что ни калибр, ни БПЛА с этим точно не справятся, но с чем можно справиться, это со всем тем, что находится наверху. Подземное хранилище газа – это не некая емкость под землей, в которую свободно втекает, вытекает. Это песчаник, достаточно рыхлый, вмещает в себя серьезные объемы газа, то есть под давлением его можно подать. Вот он находится внизу для того, чтобы его извлечь. Операция отбора в обычных случаях называется другие скважины, обратное давление, вот он вышел наверх. Поскольку снизу такой слой газоносный, так скажем, ограничивается подземными водами, соответственно, за то время, пока газ находится в подземном хранилище, он набирает влагу. Поэтому наверху оборудование для осушки газа. То есть, на самом деле, каждое подземное хранилище газа – это такая сложнейшая конструкция, инженерная и конструкторская. Туда приходят магистральные газопроводы, из него уходят магистральные газопроводы в разных направлениях. Обычно туда же стыкуют еще и распределительную сеть для местных потребителей, компрессорные станции, осушающие станции. Все это оснащено, естественно, за счет насосного оборудования. Чтобы насосное оборудование в строе работало, там есть своя небольшая электростанция, 32 мегаватта. Соответственно, цели для таких беспилотных летательных аппаратов, для кинжалов наверху более чем достаточно. К чему это может привести? Ну, напомню, что действительно 17 миллиардов кубометров, но крупнее, чем подземное хранилище в Львовской области, есть только в Германии, то есть второе по объему. Ну и если считать, что Украина стала частью Евросоюза, вот на территории Евросоюза общий объем подземных хранилищ газа 105 миллиардов кубометров. Здесь 17 в одном месте, то есть это такая значительная величина. Такие объемы газа самой Украине на подконтрольной территории не требовались. Часть объемов сдавалась в аренду по льготным ценам, разумеется, с тем, чтобы хоть как-то деньги зарабатывать. Режим таможенного склада и в 2022 году европейские компании использовали достаточно охотно. Но начиная с прошлого года объемы хранения резко уменьшились. Я думаю, что это не европейские политики, это люди, которые занимаются торговлей газом и понимают, что за все свои ошибки придется отвечать деньгами. Такой вариант, как закачать газ на хранение в Львовской области и не суметь его извлечь, он достаточно прозрачно выглядит. Поэтому в этом году объемы, если и есть, то, по-моему, только за счет молдавского газа, и то очень небольшой объем. Во всяком случае, министр энергетики Молдавии, который съездил в Санкт-Петербург на переговоры с «Газпромом», в своих интервью уже по возвращении из этой поездки сообщал, что газа у них там где-то на месяц, то есть совсем небольшой объем. Хорошо. В общем-то, спасибо вам за разъяснение и посмотрим через 2-3 дня. Друзья, мы ждем вас в наших эфирах. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.